Привет, Тири! Это Иной. За время руководства гильдии мне нередко доводилось слышать фразы в стиле «почему я раньше не знал об этой игре» или «после этой игры в другие уже не хочется». Не то чтобы это какие-то эксклюзивные фразы, их можно встретить и по отношению к другим проектам, но у Guild Wars 2 тут и вправду какая-то особая эстезия. И в этом видео мы попытаемся ответить на вопрос «почему?». Эх, где же мой костюм Капитана Очевидность, поскольку начать я хочу с самых простых вещей. Guild Wars 2 не локализован на русский язык, а с недавних пор еще и с запретом на регистрацию новых аккаунтов в России. Согласитесь, что с такими исходными данными трудно развивать проект. Для начала надо найти какой-то альтернативный способ регистрации аккаунта, потом покупки игры, потом освоение контента, и все это на незнакомом для вас языке. К слову о языке, первая часть игры полностью локализована на русский, и возможно именно здесь кроется корень зла. Дело в том, что локализацией первой части занималась компания Бука, и вот тут я не знаю. Говорят, что Бука якобы недоперевела первую часть или перевела как-то криво, и Arena.net пришлось самостоятельно доделывать этот перевод. Разные источники утверждают разные, но согласитесь, если у вас уже был неудачный опыт локализации в другой стране, то вы 1000 раз подумайте перед тем, как браться за вторую попытку. Но это только слухи, я не нашел им никакого подтверждения. За эти годы мне писали всякие эксперты, которые утверждали, что они якобы брались за фанатский перевод и даже пытались договариваться с Arena.net, но при просьбе предъявить мне хоть какие-то доказательства они тут же сливались. Вот такие эксперты. В декабре 2017 года бывший комьюнити-менеджер Guild Wars 2 Гейл Грей написал на форуме следующее. Мы получили предложение сделать фанатский перевод на русский, венгерский, чешский и ряд других языков. Мы сожалеем, что не можем предложить Guild Wars 2 на всех языках, но сделать это просто невозможно, даже с учетом любезных предложений от нашего сообщества. Тут же отмечается, что для существующих локализаций есть серьезные деловые причины, ну а завершается весь этот монолог наблюдением жизни госпожи Грей, в котором подавляющее большинство игроков предпочитали играть на английском. Как говорится, живая практика. Не скрою, что и сам потянул свои знания за время игры, но мне непонятно это деление. Почему те, кто подтягивает знания, выводятся в отдельное производство, а наличие тех, кто эти знания подтягивать не хочет, вообще как-то игнорируется? И не является ли вторая половина большинством в этом вопросе? Ведь мы ориентируемся на серьезные деловые причины. Но давайте прикинем, что вы кое-как пробились в игру и даже справились с языковым барьером. Сам формат геймплея в Guild Wars 2 сильно отличается от других ММО проектов, начиная с прокачки и заканчивая боевой системой, а на капе вообще не ясно, куда идти и что делать. Как правило, в большинстве MMORPG при достижении капа всплывают окна: вам открылось это, идите сюда. Теперь вам доступно вот это, требования вот такие. ГВ практически лишена таких подсказок, поэтому игроки часто теряются. Кстати, если вы относите себя к этой категории, не забудьте посмотреть мега-гайд новичка и гайд по хай-энд-контенту, подсказка появится в правом верхнем углу. Вот эта неясность навигации тоже вводит отдельных игроков в ступор. Я считаю, что перед запуском в Steam компании нужно серьезно отработать навигацию по хай-энд-контенту. Теперь мы предадимся психоанализу, поскольку у непопулярности ГВ2 есть как видимые, так и невидимые причины. Русскоязычное ММО-сообщество воспитано и взращено на таких проектах, как Lineage 2, World of Warcraft, Perfect World, Ion и куча других однодневок начала 2000-х, основанных на вертикальной системе прогрессии. Вот этот первый опыт, эта потеря мультиплеерной девственности, носила очень яркий характер. До начала 2000-х игры были чем-то личным, чем-то приватным, чем-то, что мы проигрывали в тишине своих квартир, и уже потом на лестничной площадке мы делились ощущениями со своими друзьями. С приходом жанра MMORPG все невероятно ускорилось. Вот твой друг Серега, он танкует босса. Вот вас захиливает Танюха, и она пипец как тебе нравится, но ты стесняешься сказать ей об этом. А вот ты, топовый ДДшка, но еще совсем юный и покрытый прыщами. И ты, и Серега, и Танюха проживает некий коллективный опыт, который перенесся с лестничной площадки в некое виртуальное пространство. К сожалению, все игры начала миллениума были построены на системе вертикальной прогрессии. Дрочи, чтобы дрочить еще больше. И если некоторые современные игры перешли от вертикальной прогрессии в горизонтальную, то вот их носителей нет. И это огромная проблема.
Вы не можете вытравить это яркое ощущение из молодости, поскольку оно является путеводным мостом к прошлым временам. Люди очень дорожат своими воспоминаниями. Без воспоминаний люди никто. И я знаю, что отдельные персоны попытаются высмеять этот анализ, поскольку высмеивание служит защитной реакцией своих предпочтений. Вы как бы хотите сказать: посмотрите, какой бред он несет, и ждете поддержки таких же позиций. Но мир изменился, рынок изменился, и у современного человека нет времени на вертикальную прогрессию, а если есть, то на более мягкую, типа Final Fantasy XIV. Финалка дает этот вертикальный экспириенс, но не жрает столько времени, поскольку ты быстро упираешься в потолок. Пришла эпоха новых игр, но сознание осталось старым. Сознание еще где-то там. Борется с Баюмом, побеждает Нефариана и собирает Бао на Друлю. Guild Wars 2 — это игра с горизонтальной прогрессией. Она не дает опыт бесконечных гонок гирскора. Соответственно, она неинтересна тем людям, которые жаждут ваншота в спину. Здесь играет довольно взрослая комьюнити. Большинство игроков нашей гильдии — это люди 30+, это люди занятые, семейные, либо с присутствием личной жизни. Guild Wars 2 легко прощает их отсутствие, легко, и также легко встречает их снова. И это пи***ц как подкупает. Да, на старте вам придется поднапрячься, как и во многих других проектах, но подаренную свободу вы не забудете никогда. Из раздела лингвистики и психоанализа мы тихонечко переползаем в раздел «А чё там у Анет?». А у Анет все не так-то гладко. В 2019 году компания пережила большую волну сокращений, связанных с отменой какой-то мобильной дрочильни по вселенной Guild Wars. Это не могло не сказаться на выходе крупных дополнений, так что перерыв от выхода Path of Fire до релиза End of Dragon составил 4,5 года. 4,5 года, Карл, без крупного дополнения. Вы понимаете, что это значит для MMORPG? Вы понимаете, что это значит для блогера, который эту игру освещает? 4,5 года я пролетел на святом духе. Выход принципиально нового контента в Guild Wars 2 находится не на том уровне, что у других конкурентов в данном сегменте. А я говорю о WoW, TESO и финалке. Arena.net очень медленно, знаете, так вот они раскачиваются, пока там на них снизойдет божественное озарение, но народная мудрость гласит, что in a big family don't клац-клац. В большой семье кое-чем не щелкают, потому что серьезные деловые причины. Вышло дополнение End of Dragons. Мне оно понравилось. Да, отдельными элементами я недоволен, о чем сказал в своем обзоре, но в целом у меня позитивные впечатления. Казалось бы, пили контент пока на хайпе, но нет. Мы будем перерабатывать первый сезон живой истории и выпускать CM и страйк миссии, попутно пережевывая ивенты 9-летней давности. А старым-то игрокам что делать? Да, первый сезон очень классно, молодцы, я рад за тех людей, кто только приходит в ГВ2, ведь у них будет постепенное погружение во всю сюжетную линию. Ну а ветеранах вы подумали? В августе будет полгода, как вы не выпускаете никакой новый контент. Если я правильно понимаю текущие тенденции, то вы планируете растянуть первый сезон до конца этого года. Таким образом, мы получим новый сезон живой истории в начале 2023 года. Алло. Вы в своем уме? Я, конечно, предполагаю, что вы готовите какой-то пул событий и для этого берете заряд времени, но вы хотя бы людям-то об этом напишите. Ребят, до конца года мы планируем завершить первый сезон живой истории, а пока нам требуется время, чтобы хорошенько проработать хронологию грядущих обновлений. Потерпите немного, в новом году будет куча крутых событий. Все! Люди расслаблены, они знают, что вы там что-то готовите. Не наступайте опять на эти грабли молчания, иначе в конце года вы будете снова заламывать руки к небесам и удивляться, а чё это такие низкие квартальные прибыли? А вот угадайте с 3 раз. А теперь, детишки, я расскажу вам о явлении, которое как бы есть, но его как бы и нет. Называется оно маркетинг Arena.net. Мы не будем затрагивать наш регион, поскольку продукт официально не представлен в нашей стране, хотя, на мой взгляд, раз в год можно было бы подкинуть игровым порталам тыщенку-другую, чтобы они написали рецензию на вашу игру. Неважно какую, хоть плохую, хоть хорошую. Я помню, как на Reddit постили фотки рекламы ГВ2, где-то в США, что ли, висели большие такие билборды с надписью 11 million strong, но все обсуждение проходило под грифом «А что, так можно было, что ли?» То есть реклама ГВ2 даже у нативных игроков вызывает удивление, это уже о чем-то говорит. Помню рекламу End of Dragons на стаканчиках кофе, промокоды через какие-то фастфуд забегаловки. Ну вот как бы и все. Это все, что можно сказать о маркетинге компании. И вот никак не дает мне покоя трейлер к последнему дополнению. Ребят,
Arena.net. Я вот правда не желаю вам зла и стараюсь максимально подобрать слова, потому что я действительно люблю то, что вы делаете, и мне больно смотреть, как вы сливаете свои же труды. Но давайте посмотрим на этот трейлер здраво. Какая-то тетка, деревья, пузырики, лодочки, в нем 0 хайпа. Это трейлер для детской игры «Лопаем мыльные шарики», но не для ММО-РПГ про драконов с 10-летним стажем. Потратьтесь. Сделайте нормальный трейлер к следующему дополнению. Даже трейлер с Яо и Рамой выглядит более привлекательными. Даю подсказку. Все взрывается, загадочные взгляды, что-то типа спойлер на новый класс, а в конце вспышка света и название дополнения. Все. Не, ну а так-то в целом, как бы игра и ничего, как говорится, милости просим. С вами был Иной, не говорите, что вас не предупреждали.